Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Я для вас сегодня приготовила тест на омофоны. Слова, которые звучат одинаково, но пишутся немного по-разному и имеют разные значения. У меня уже выходили видео про слова омонимы, поэтому если вы их не видели, внизу оставлю ссылку на случай, если захотите посмотреть. Итак, тест состоит из 10 вопросов. Я буду говорить предложение с пропущенным словом, а вам нужно будет выбрать из двух вариантов правильный – слово, которое и заполнит пробел. У вас будет несколько секунд на то, чтобы подумать, а потом я назову правильный ответ и объясню значение этих слов. Если вам будет мало времени для того, чтобы подумать, вы всегда можете поставить на паузу и думать столько, сколько нужно. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Первое предложение. Мой кот любит сидеть на подоконнике и смотреть на улицу. Кот с буквой Т или кот с буквой Д? Ответ – кот с буквой Т. Кот – это домашнее животное, а код – это пароль, набор цифр, букв или символов, который нужен для доступа к чему-либо. Чтобы открыть сейф, нужно ввести код из 4 цифр. Следующее предложение. Он заболел. Думал, что у него обычная простуда, а оказалось, что у него грипп. Грипп с буквой Б или грипп с 2 П? Ответ – грипп с 2 П. Грипп – это вирусная инфекция, сильное заболевание. А гриб – это то, что мы можем найти в лесу или проще купить в магазине и съесть. Если он, конечно, съедобный, а не ядовитый. В лесу я нашла красивый белый гриб. Или я очень люблю грибы. Это, кстати, правда. Идем дальше. Мама попросила дочку почистить и нарезать лук, чтобы его обжарить. Лук или лук? С буквой Г или с буквой К? Ответ – лук с буквой К. Лук – это овощ, который мы употребляем в пищу. А луг – это поле, полянка, на которой растет трава. И пасутся животные, например, коровы. На лугу с зеленой сочной травой пасутся коровы. Следующее предложение. Во дворе собралась компания дружных ребят с моей школы. Компания с буквой А или компания с буквой О? Ответ – компания с буквой О. Компания – это группа людей, которые проводят вместе время. Или это может быть организация, предприятие, которое создано для ведения бизнеса. А компания – это цикл мероприятий, необходимых для достижения цели. Например, в этом месяце стартует рекламная кампания по продвижению нового магазина. В этих двух словах могут путаться даже носители, поэтому не переживайте, если вы об этой разнице не знали. Дальше. При сдаче экзаменов он получил высший балл по всем предметам. Балл с одной буквой Л или с 2? Ответ – балл с 2 буквами Л. Балл – это оценка, а балл с одной буквой Л – это большой торжественный вечер с танцами. Например, по окончании школы обычно устраивают выпускной бал, чтобы отпраздновать это событие. В основном это слово используется как раз по отношению к выпускным. Мне в голову не приходит больше ничего, кроме выпускных. Или оно часто используется в литературе, где описывается светское общество, для которого эти балы и устраиваются. То есть слово для повседневной жизни как будто немного устаревшее, но тем не менее оно используется при конкретных случаях.
И эти два слова тоже легко можно перепутать в плане написания, потому что они очень похожи. Даже я, когда их пишу, могу задуматься, точно ли я пишу правильно. Дальше. На этой неделе состоится съезд учителей со всех школ города для принятия важного решения. Съезд или съезд? Ответ – съезд с буквой «Д». Съезд – это какое-то собрание, а съезд – это форма глагола «съесть» в будущем времени. Этот пес съест всю еду за минуту, если его не остановить. Следующее предложение. По дороге пробежала лиса и скрылась в кустах. Лиса с буквой «И» или лиса с буквой «Е». Ответ – лиса с буквой «И». Лиса – это животное, а лиса – это либо множественное число слова «лес», либо конструкция из досок, которую обычно устанавливают во время строительных или ремонтных работ. Например, рабочие установили леса, чтобы отремонтировать фасад старого дома. Дальше. В этом парке есть большой красивый пруд, в котором плавают утки. Пруд или пруд? Ответ – пруд с буквой «Д». Пруд – это небольшой водоем, а пруд – это кусок металла или дерева. Например, надо заменить пруд на ограде. Он погнулся. Предпоследнее предложение. В моменты, когда за окном серо, она испытывает такие чувства, как печаль, грусть и тоска. Грусть с буквой «Д» или грусть с буквой «Т». Ответ – грусть с буквой «Т». Грусть – это чувство, а грусть с буквой «Д» – это гриб, один из видов съедобных грибов. Когда мы собирали грибы, мы не нашли ни единого груздя. И последнее предложение. Он не ожидал такой грубости от своего начальника. Его это задело. Какой вариант подходит в этом случае? Со слитным написанием или с пробелом? Ответ – задело со слитным написанием. Задело – это прошедшая форма глагола «задеть» в третьем лице. Когда вас что-то задевает или задело в прошедшем времени, значит, что что-то у вас вызвало неприятные чувства, возможно, даже обиду. А «за дело» – это призыв к тому, чтобы начать работать или выполнять какую-то задачу. Хватит отдыхать, пора браться за дело. Или еще это может означать, что что-то сделали не напрасно, не просто так. Например, его наказали не просто так, а за дело. То есть он сделал что-то такое, за что его наказали. Как успехи? Сколько правильных ответов вам удалось дать? Пишите цифры в комментариях. Если вы много чего напутали, не переживайте. Как я уже говорила, в русском языке есть настолько похожие слова, что на письме их путают даже носители. А на слух значение, как правило, понимается из контекста, потому что, несмотря на одинаковое звучание, смысл этих слов абсолютно разный. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А если захотите пройти другие тесты, ссылки на них ищите в описании. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!